Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Это у меня свободный улей. Я его почистил, обжег, подготовил. И сейчас будем сюда делать налет на матку. Это у меня сушь запасная, тоже пригодится. А это мой синий улей, в котором появились маточники. Не будем рисковать, не будем выпускать рой, будем делать налет на матку. Сегодня будет такой прием, налет на матку. Он не очень хороший, его часто очень не рекомендуют, потому что на долгое время нарушается целостность семьи. То есть семья не имеет разновозрастных пчел, разновозрастного расплода. Это есть плохо. Некоторые утверждают, что это ведет к вырождению пчел, но я лично им пользуюсь этим методом, потому что он очень простой. И он для ленивых, для него не надо много времени. А вот теперь будем его делать. Как я это делаю? Чтобы сделать этот метод, нам надо найти в этом улье матку, изолировать ее, чтобы не потерять, и она в этом улье и останется. А всех пчел со всем расплодом перетаскиваем в этот новый улей. Со всем расплодом, со всеми рамками, со всеми пчелами. Так как из этой новой семьи сбежит вся летная пчела, потому что способ называется налет на матку, значит тут будет некому летать. Значит, тут не будет кому летать ни за пыльцой, ни за водой, ни за медом. Поэтому их надо обеспечить медом. Даем им мед. Так как у этой семьи будет расплод, то им надо еще и пыльца. То есть ставим им пируговую рамку. Летать же не будет кому за пирогой. Отсюда вся пчела сбежит. Это же налет на матку. И теперь все рамки с расплодом переносим в этот улей. В общем, можно сделать гораздо проще, если у вас два человека, потому что я один, я улей не подниму. А если вас двое, то просто этот улей новый ставите на место старой семьи, а улей со старой семьей просто переносите сюда, на место, где был новый, чтобы он не стоял на своем месте. И тогда вся пчела улетает из старого улья на старое место, а там уже новый улей. Тогда не надо с рамками переноситься. Но вот так как я сам улей не подниму, то я рамки переношу из улья в улей. А вообще, если правильно, конечно, то просто ульи таскаете вместе с рамками. Берете старый улей, ставите возле этого, рамку с маткой ставите в новый улей. Заставляете все сушью, я дальше покажу. И этот новый улей со старой маткой, сушью уносите на то старое место. А тот старый улей просто ничего не делаете, ставите на место нового, там где он будет стоять. Ну, а я ношу рамки. Я уже сказал почему. Потому что не поднять мне улей. Так, и все рамки с расплодом перетаскиваем в этот улей. В этом улье матки еще долго не будет. Пока она выведется, пока облетится. Это пройдет дней 15-20. Так что тут расплода долго не будет. То есть это семья без засева, потому что тут нету матки. Но за счет того, что у них много печатного расплода, сейчас мы весь расплод забираем из того улья, то эта семья слабнуть не будет, а даже наоборот будет прирастать, потому что будет выходить молоденькая пчелка из расплода. А когда облетится матка, практически все рамки будут свободные от расплода, и она начнет интенсивно откладывать туда яйца, потому что место у нее сколько хотишь, не надо тратить время на поиск пустых ячеек. Но с другой стороны, вся пчела, которая будет к этому времени, пока матка облетится, она вся будет летной. И если в природе есть хоть что-нибудь, что цветет, они его найдут и притянут в улей. Так что эта пчелка гулять не будет, эта семейка. Всех пчел стряхиваем сюда, кто не на рамках. Рамки с расплодом в новый улей. Да, улей, конечно, переносить гораздо быстрее, но надо второго человека. Надо было кого-то заставить, конечно, мне помочь. Но так как я не знал, что они зароятся, не рассчитывал на это, то сам. Вот они уже тут маточников на этой рамке. Только-только заложенных настроили. То есть мисочки, в них яйца, уже молочко. То есть там уже не тихая смена, там уже натурально идет роение на этой рамке. Так что все маточники сносим к чертовой матери, чтобы их не было. Тут и мисочки вперемешку с мисочками, в которых есть яйца. И даже есть молоденькие личинки. Все вперемешку. Все уничтожаем, оставляем только один самый хороший и красивый маточник. Потому что если оставим несколько, то может эта семейка зароиться даже в этом улье. Поэтому внимательно все осматриваем. Если надо, пчелок стряхиваем, чтобы было виднее. Наблюдаем на наличие маточника.
Все маточники под нож, кроме одного самого красивого. Я, в общем-то, оставлял когда-то и 2 маточника, и 3, и они не зароились. Матка вышла, они остальные маточники уничтожили. Но это были эксперименты. И есть большой шанс, если останется 2 маточника, что он все-таки рой этот сбежит. Тогда будет печально и обидно. Вот бегает маточка по соту. А маточку что? Маточку мы в эту семью не отдаем, оставляем старой. Вощинка. Вощинку мы им давать не будем, потому что без матки вряд ли они ее будут строить. Вощинка им не надо. Опять смотрим на наличие маточников. Вот есть открытый маточник. Удаляем. Дней через 5 можно прийти и еще раз проверить эту семью на наличие маточника, потому что сейчас мы маточники удалили, могли где-то пропустить, а могут они и новый оттянуть. Поэтому дней через 5 семейку еще раз проверяем. И если есть еще какой-то несанкционированный маточник, тоже выбрасываем. Вот сейчас мы делаем налет на матку, и к подсолнуху от этой семьи можно будет сделать еще один отводочек. Они настолько разрастутся, что можно забахать будет еще один отводочек. Опять маточники, все под нож, чтобы ничего не было, все режем. Нету больше изверги, вроде нету, а может и есть. Тут вот непонятная группа какая-то. Все. Рамка с медом я им не дам, потому что той семье тоже рамка с медом надо. Но пчелок отсюда стряхну. Так, теперь разбираемся с этими товарищами. Рамка с медом. Жрать что-то надо. Тут будет одна летная пчела в этой семье. Расплода в этой семье не будет. Летной пчелы море. Расплод выращивать не надо, все летают. Значит, тут с прокормом, с водой проблем не будет. Оставляем им рамку с медом. Пыльцы они себе принесут, если им надо. Воды себе принесут. С этой семьей все гораздо проще. Матка тут старая остается. Теперь, чтобы матка не гуляла, надо наставить им кучу суши, чтобы у нее было куда откладывать яйца. Сейчас у этой матки место под засев будет, как у дурака, фантиков. И эта матка очень быстренько сейчас начнет засевать все рамки, насколько у нее хватит пчел, которые смогут обслуживать эти рамки. И эта семейка быстренько будет восстанавливаться. Берем сушнинку и им сюда. Рамку с маткой напротив летка. Не забываем, чтобы они его лучше охраняли. Летки надо сократить, потому что пчел в улье станет меньше, то летки были открыты широко, потому что мед собирали, а сейчас их надо сузить на проход 2-3 пчел. И в новой семейке тоже широко летки оставлять не надо, потому что в природе взяток пропадает, значит вполне возможно будет воровство, а значит их будут бить по их наглым рыжим харям. Оставим им 8 плюс 2. Может еще что-то принесут. Расплодное гнездо сейчас сужать не надо. Сейчас уже на улице не так холодно, чтобы его сужать. Если оно сужено и матки не будет куда откладывать яйца, это гораздо хуже, чем если у вас останутся лишние рамки. Вот, поставили им 10 рамочек под засев. Им пока хватит. Они, правда, наглеют уже. Надо прикрывать, потому что съедят. А все остальное пространство улья, которое осталось, потому что улей-то на 21 рамку, просто заставляю сушь-вощина, и то только для того, чтобы моль не ела сушь. Это можно делать, можно не делать. Я делаю, чтобы они охраняли сушь от моли. Леток, где пустые рамки, теперь им не нужен, потому что их стало в 2 раза меньше. Закрываем. Летная пчела на него будет приходить, но не будет находить хода и будет бежать, вон бежат к основному летку теперь.
То есть ничего страшного не случится. Они вот такой вот дорожкой, вереницей и побежали туда, куда надо. Никаких проблем с этим нет. Меду дали, пыльцы дали, еще надо дать воды. В принципе, через пару дней пчелы уже будут летные, сами будут за водой летать. Но пока 2 дня еще не прошло, и летная пчела отсюда сбежит, надо дать им водички на первое время. Все, тут все. Этих товарищей закрываем. Следующий день после этого действия, когда я сделал отводочки, то есть разделил семью. И вот уже на 2-й день у семьи, у которой я отсадил, где зрелый маточник и летной пчелы нету, потому что она убежала в тутулей, появилась летная пчелка. Вот она, молоденькая пчелка, облетывается, уже появилась. Ну, а в этом улье еще не облетывается, но видно, пчелки бегают по литку, ищут матку, потому что у них тоже матки нету, только зрелый маточник. А это улей, где осталась старая матка. И вот видно, пчелка летная как привыкла на этот литок летать, так и летает. И теперь как кони бегает по стенке передней толпой к тому литку открытому. Прилетает по привычке на этот, а потом как кони стадами бежат в открытый литок. Хорошее зрелище. Побежали кони, стадо, мохнатые медведи, стадо медведей.